Друзья, всем привет! За последнее время, путешествуя в автодоме, я увидел, насколько удивительной может быть любая страна, если свернуть с привычных вам маршрутов и заглянуть куда-то поглубже. Когда у тебя есть дом на колесах, ты перестаешь спешить, ты останавливаешься в местах, которые не указаны на обычных маршрутах, и там-то и открывается все самое интересное. Так что, если вы хотите вместе со мной исследовать то, что скрыто от обычных туристов, тогда этот выпуск для вас. Погнали! Итак, на 12 месте зачарованное шоссе с финальным замком и драконом в Северной Дакоте. В штате Северная Дакота есть одна из самых необычных автомобильных шоссе в Америке под названием Зачарованное шоссе. Это около 50 километров сельской трассы, вдоль которых стоят гигантские металлические скульптуры размером с многоэтажные дома. Здесь можно встретить огромных гусей, охотников, рыбака, путешественников и динозавров. Вся эта фантазия – дело рук местного сварщика и фермера, который хотел оживить регион и тем самым привлечь людей в маленькие города. Но самое впечатляющее ждет в конце этого маршрута – замок с драконом и рыцарем. Он возвышается над холмами и выглядит как вход в другое царство. Замок построен из металла и камня, а огромный дракон, словно охраняющий ворота, периодически извергает огонь. И особенно эффектно это выглядит на закате. Проезжая сюда, чувствуешь себя героем какой-то сказки, который нашел неожиданный фэнтезийный мир посреди прерий Северной Дакоты. На 11 месте пляж Айона, поющий розовый пляж озера Верхнее в Миннесоте. На самом деле этот пляж – одно из самых волшебных мест северного побережья озера Верхнее в штате Миннесота. Я его нашел чисто случайно и буквально завис там на закате. Это место известно не только необычным цветом камней, но и удивительным звуком, который они издают. Вместо песка здесь лежат тысячи гладких розовых камней, образованных из местных риолитовых скал. Когда волны накатывают на берег, камушки сталкиваются друг с другом и создают нежный хрустальный звон, будто маленькие стеклянные колокольчики. За этот гипнотический звук пляж называют поющим. Начинает нашу десятку еще один пляж – пляж разукрашенных камней в Орегоне. Я сейчас нахожусь на пляже Тихого океана в Орегоне, и здесь такое место есть замечательное, интересное, называется «Расписанные камушки». Вот прямо перед пляжем есть куча камней, которые каждый приходит и по-своему разрисовывает. Это место посланий и любви. На побережье Орегона есть маленький, но очень трогательный уголок – пляж разукрашенных камней. Здесь нет официальных табличек, туристической инфраструктуры или каких-то рекламных материалов. Просто берег океана, где путешественники оставляют расписанные камни, такие маленькие послания своим родным и любимым. Некоторые камни прямо расписаны очень профессионально. Кто-то оставляет надписи под своими знаменательными датами, кто-то на память о том, кого больше с вами нет, кто-то просто на память о том, что они друг друга любят. Каждый из них как чья-то история, оставленная в надежде, что океан ее сохранит. Иногда люди возвращаются сюда спустя годы, чтобы найти свой камушек. Иногда оставляют новый. Атмосфера получается удивительно теплая. Среди шум волн и океанического тумана чувствуешь себя частью огромной цепочки человеческих эмоций. На 9 месте кораблекрушение Питера Аридейла. На берегу Орегона, в районе государственного парка у мысов, покоятся ржавые останки корабля Питер Аридейл. Он потерпел крушение в начале 20 века, когда сильный шторм выбросил его на песчаное побережье. Команда чудом выжила, но судно так и не смогли снять с мели, и оно навсегда стало частью пейзажа. Сегодня остров корабля – любимая точка для фотографов, но и мой, конечно, тоже. Его железные ребра торчат из песка, и кажется, как будто океан каждый день ведет с ним какой-то диалог, то скрывая его во время прилива, то обнажая во время отлива. Когда смотришь на этот силуэт, возникает ощущение присутствия какой-то истории, будто стоишь рядом с призраком морских приключений. 8 место. Заброшенная деревня Эльkhorn с шахтами и машиной. В горах штата Монтана спрятана деревня-призрак Эльkhorn. Некогда это был шумный шахтерский городок, где добывали серебро. Люди приезжали сюда в поисках богатства и лучшей жизни, строили дома, поднимали семьи. Но, когда рудники истощились, город опустел, и от былого процветания осталось только деревянные избушки, покосившиеся амбары и шахтерские туннели.
Особый интерес вызывает старая ржавая машина, стоящая возле въезда в город. Ее кузов буквально изрешечен пулями. Загадка, которая заставляет задуматься, что тут произошло. Почему автомобиль оказался в таком состоянии? Никто не знает, но это добавляет месту атмосферности и как будто ты находишься в каком-то застывшем кадре из вестерна. На 7-м месте. Каменные пушечные ядра в государственном парке Макошика в Монтане. На востоке Монтаны можно увидеть удивительное круглое образование – каменные шары, которые называют пушечные ядра. Они образовывались естественным путем. Вода и ветер миллионы лет вытачивали осадочные породы, превращая их в почти идеальные сферы. Эти каменные гиганты выглядят так, как будто кто-то гигантским катапультным устройством забросил их в Колымы. Они лежат группами и одиночно, создавая ощущение, что попал в какой-то доисторический музей под открытым небом. Парк Макошика и так известен своими находками динозавров, а эти камни только усиливают ощущение первобытности и древности. 6-е место. Половина. Скандинавская деревня Минот. В городе Минот, Северная Дакота, находится целая скандинавская деревня, настоящий культурный центр наследия Норвегии, Швеции, Дании и Исландии. Здесь собраны традиционные строения, деревянные церкви, разные ворота и даже огромная реплика норвежского ставирки, средневековой деревянной церкви. Главная достопримечательность – гигантская деревянная лошадка Дала, символ Швеции. По улицам гулять очень приятно, все красиво, ухоженно и атмосферно. Кажется, что реально путешествуешь по Скандинавии, хотя на самом деле ты в сердце Северной Дакоты. 5-е место. Мы приближаемся уже. Пляж черных угольных гальки в кемпинге Бьюла-Бэй. На берегу озера Сакакавея находится необычный пляж. Здесь вы не увидите обычного песка или гальки. Здесь он состоит из угля. Темная галька контрастирует с голубой водой и светлыми холмами вокруг. Многие сюда приезжают, как и я, просто посидеть, потрогать камушки, послушать журчание волн сквозь них. Это маленькое тихое место, которое удивляет своей уникальностью. 4-е место. Магазин, который меня действительно поразил, в городе Франкенмут. Франкенмут – это маленькая баварская деревушка в штате Мичиган. Но ее самая известная точка – огромный всесезонный рождественский магазин, где праздник живет круглый год. Я там был летом. Внутри просто тысячи, десятки тысяч игрушек, гирлянд, фигурок и любых других украшений рождественской тематики. Когда заходишь внутрь, кажется, что попал в какое-то царство Санта-Клауса. Здесь каждый уголок сияет огнями, играет праздничная музыка, а огромные елки украшают целые залы. Это просто Мекка. Мекка Нового года и Рождества. Игрушки со всевозможными покемонами, пожалуйста, на любой выбор. Марио, игры, Майнкрафт. Любые. Какие хотите. И это только хорошо, если 10% всего магазина. Я выходил отсюда. На самом деле я не хотел отсюда выходить, но когда вышел, такое чувство, как будто снова встретил Новый год. 3-е место. Итак, у нас тройка победителей того, что меня реально поразило. 3-е место. Стена жвачек. В центре Сиэтла, недалеко от рыночной площади, находится одна из самых странных городских достопримечательностей. Стена жвачек. Это настоящий разноцветный коллаж из сотен тысяч жевательных резинок, которые прохожие и туристы оставляли здесь десятилетиями. Стена выглядит одновременно ужасно, смешно и притягательно. А какой там запах стоит, просто вот как будто конфетный какой-то. Но реально я переживал за все эти бактерии, которые окружали меня. Это странный символ города, который стал просто поп-культурным феноменом. 2-е место. Деревни Невада и Вирджиния. В горах Монтаны находятся исторические деревни Невада и Вирджиния, бывшие золотобывающие городки времен золотой лихорадки. Здесь сохранились старинные деревянные здания, салоны, банки, отели и магазины, по улицам которых когда-то проходили старатели, шахтеры и другие авантюристы. В общем, как будто ты попал в реальный вестерн. Сегодня деревня – это музей под открытым небом. По нему можно гулять, заходить в здания, кататься на дилижансе и, в общем, ощутить атмосферу 19 века. Это одно из лучших мест в США, чтобы увидеть подлинный Дикий Запад вот таким, какой он есть. Ну и 1-е место. Кто же здесь у нас? На 1-м месте дом на скале. Фантастический мир странностей. В штате Висконсин, недалеко от города Спринг-Грин, стоит одно из самых загадочных и причудливых зданий всей Америки – дом на скале.
Это не просто какой-то музей или экспозиция. Это огромный фантазийный мир, созданный человеком по имени Алекс Джордан. Он строил его десятилетиями, превращая в лабиринт комнат, коллекций, механизмов и фантастических сооружений. Когда входишь внутрь, кажется, что попадаешь в какой-то сон или чью-то больную фантазию. Каждая зала — своя отдельная вселенная. Есть огромная музыкальная комната с автоматическими оркестрами, которые играют сами по себе. Есть темные коридоры, где стоят фарфоровые старинные куклы, карусельные животные, механические фигуры и бесконечные коллекции редких предметов. Главная звезда — гигантская карусель чудовищ, крупнейшая в мире, кстати. Она сияет сотнями, тысячами лампочек, но на ней нет ни одной обычной лошадки, только фантастические существа — химеры, рыбы, ангелы, драконы и всякие другие неизвестные твари. Карусель, конечно, не предназначена для катания, она создана теперь как произведение искусства, которое просто должно ошеломлять, что оно успешно и делает. Ребят, я уже перестал понимать, где я нахожусь, что происходит, в каком я времени и месте, потому что здесь просто какой-то город из мира фэнтези. Так, а сейчас мы спустились в самый низ и попали в очередную аллею магазинов. Магазин моды у нас напоминает что-то из Мастера Маргариты. Есть и другие сюрпризы. Например, огромная фигура кита с бьющимся сердцем, длинные комнаты и мосты над пропастью, комнаты с миниатюрами, тоннелей и бесконечные коллекции музыкальных инструментов, часов, кукол и других механических устройств. Все это смешивается в какое-то хаотическое, сюрреалистичное пространство, где вообще трудно понять, что реально, а что придумано. «Дом на скале» для меня было путешествие в мир человеческой фантазии, которое существует вне правил и логики. Оно пугает, удивляет, восхищает и оставляет после себя чувство, как будто я пережил нечто, выходящее за рамки реальности. А какое из этих мест понравилось вам, друзья, больше всего? Пишите свои комментарии, мне будет очень интересно. А также я пойму, какие места вам больше нравятся, и сфокусируюсь на них в следующих своих путешествиях, чтобы снимать их побольше. Спасибо, что досмотрели до конца. Оставляйте свои лайки, комментарии, подписку, и будем дальше делать крутой, интересный контент. Всем пока!